Всем добра! Сегодня будем разгадывать древнюю легенду «Танец смерти». Пойдем снова по оглавлению, но вам так делать не советую, потом поймете почему. Первая точка по координатам 39-17. Переходим по бревну расщелину. И между двух скал видим камень с отрывком легенды. Это испытание, чтобы бросить вызов невидимому Хакра. Для наглядности покажу это место на карте. Вторая точка находится в квадрате 46-17. Ищите кости жертв в его логове. Третье место по координатам 46-21. Проходим в пещеру под водопадом и читаем третью записку. Ты найдешь его в темноте, но при этом глядя на небо. Дальше идем к пещере в точке 40-19. Хотя это не совсем пещера, скорее туннель. Как только выйдем из туннеля, поворачиваем направо и находим четвертый камень. Чтобы взглянуть смерти в глаза, оставь жертву 3 раза после заката. Чтобы найти пятый камень в точке 43-17, поднимаемся по склону и читаем еще один кусочек легенды. Мясо, хорошо защищенное от когтей, будет отличным угощением. Шестая точка 47-15. На четвертый день появится зверь. Ну и последний камень можно найти в пещере в квадрате 42-22. Пещера длинная, поэтому покажу весь маршрут. А в конце мы находим последнюю часть легенды. Трофей в руке старейшего отомстит за тех, кто лишился жизни. И после прочтения последнего куска в журнале появляется новое задание – выманить могучего Хакра. Кстати, в последнюю пещеру есть еще один ход. В точке 43-23 есть поваленное дерево, по которому можно подняться в пещеру и дойти до последнего камня более коротким путем. А теперь про весь маршрут. Не стоит идти по очереди, потому что вы будете мотаться туда-сюда по всей карте. Поэтому гораздо проще пройти вот таким маршрутом, чтобы в конце оказаться как можно ближе к пещере, где и обитает Хакра. Сама пещера находится по координатам 46-15. Идем внутрь и находим внутри небольшое озерцо и разрисованный камень. На него и нужно положить наш прикорм в виде черепашьего мяса. Того самого мяса, которое, как говорится в легенде, хорошо защищено от когтей. Если не подготовились, то выходим из пещеры и бежим вниз по склону к небольшому озерцу, где хоть одна черепаха, но точно будет бродить.
Забираем мясо и снова возвращаемся в пещеру. Кладем мясо на камень и ждем. Кстати, в пещере ждать бесполезно. Я провел недалеко от этого камня несколько дней. Сначала просто стоял, пока не начал сходить с ума от бессонницы. Потом построил убежище и проспал еще несколько дней. Но никто мясо так и не сожрал. Поэтому выходим из пещеры и ждем до ночи. Возвращаемся на место и видим, что черепаху кто-то все-таки съел. Если за это время у нашего озерца не появилась новая черепаха, то придется бежать к реке. Благо, что речка не очень далеко. Там предлагаю собрать сразу все необходимое мясо, чтобы не бегать постоянно. 2 кусочков будет достаточно. На 3-й день у нас появляется новое задание. Убить могучего хакра. Ждем до следующей ночи и снова заходим в пещеру. Из темноты на нас выбегает черная пантера. В темноте видно плохо, поэтому покажу вам ее при дневном свете. Забиваем животинку тем, что под руку попалось, и отрубаем хвост, чтобы отдать его шаману. Обнаружил еще одну особенность. Если у вас немного едет крыша от всей этой беготни, и в голове стали слышны голоса, то поговорить с шаманом не получится. Единственный выход в данной ситуации – пойти к костру и зажарить мясо недавно убитой кошки. Тут и мясом жареным можно рассудок укрепить, да и от костра голова начинает лучше работать. Как только голоса пропали, можно вернуться к шаману и отдать ему хвост. Он, конечно, над нами поржет, но хвост заберет и повесит на входе в свое жилище. Готово! Задача выполнена и тайна разгадана. Пишите чего-нибудь, нажмите куда-нибудь. И всем добра.